Как вывести валюту своей страны в Аргентину, не потеряв при этом от 5 до 10% комиссий, которые забирают оффлайн обменники? Как открыть карту аргентинского банка в Аргентине, не имея даже ВНЖ и ПМЖ? Для того, чтобы эту карту открыть, вам нужно ввести в App Store либо Google Play фразу Prex Argentina, скачать приложение и далее действовать по инструкции. К сожалению, в приложении нет английского языка, не говоря уже про русский, конечно же. Но если вдруг вам потребуется в этом аспекте помощь, специально для вас я записал видео процесса регистрации и выложу это видео в своем телеграм-канале. Ныряйте по ссылке в описании, эта ссылка приведет прямо вас к нужному посту. После того, как регистрация завершится, вы на почту в течение пары дней получите уведомление о том, что да, вас зарегистрировали. И в своем приложении вы уже увидите виртуальную карту, с которой можно начинать работать. Чтобы получить вот такую физическую карту, вам нужно будет отправить на нее заявление, но, конечно же, она вам тоже понадобится, это полезная штука, чтобы оплачивать в магазинах свои покупки, потому что если мы имеем дело с виртуальной картой, то с нее вы можете оплачивать только виртуальные покупки. Вы можете зайти на местный маркетплейс, Mercado Libre, оплатить что-то там, вы можете оплатить какие-то подписки типа Netflix, YouTube, iCloud и так далее. После того, как у вас есть хотя бы виртуальная карта, вы уже можете из нее конвертировать средства посредством использования криптобиржи. Я не буду в этом видео рассказывать вам про криптобиржи, какие они есть, что это такое. Я просто скажу то, что сейчас, допустим, если вы из России, лучше использовать криптобиржу Bybit. Она, наверное, самая крупная из тех криптобирж, которые остались работать с россиянами. Те, кто смотрит меня из украинцев, например, у вас, конечно же, проблем нет. Вы можете использовать там и Binance для того, чтобы конвертировать гривны в песо и любые другие валюты. Например, если вы живете в Европе и зарабатываете в евро, вы можете при переезде в Аргентину, да, конвертировать эти евро точно так же в песо через Bybit, через Binance. То есть у вас, конечно, выбора будет больше, чем у россиян. У россиян, по сути, наверное, кроме Bybit, вот таких прям огромных криптобирж, которым есть большой уровень доверия, ну, я, честно говоря, не знаю. Поэтому сейчас я покажу вам, что такое people-to-people торговля, да, как конвертировать валюту при помощи таких же людей, как и вы, покупать и продавать ее через криптобиржу. И конкретно в моем случае я буду показывать вам это на примере криптобиржи Bybit. Итак, сейчас я вам покажу, как при помощи криптобиржи купить безопасно криптовалюту. Будем покупать так называемый криптодоллар, то есть USDT. Будем покупать его за рубли и потом будем продавать его за песо. Итак, переходим во вкладку «Купить криптовалюту», P2P торговля без комиссии. Нажимаем. Допустим, я хочу купить USDT, да, и хочу купить его за рубли. Ставим здесь рубли, вводим сумму, которую хочу купить. Например, я хочу купить $50. То есть это примерно 5000 рублей. Вот здесь у нас есть несколько ребят. Нажимаем «Купить USDT». Мы заплатим 5000 рублей, получим 52 криптодоллара. Далее мы нажимаем покупку, попадаем в соответствующее меню и далее действуем по инструкции. Теперь возвращаемся в окно P2P, но вместо покупки мы делаем продажу. Эти самые USDT, которые мы с вами купили. Сейчас курс примерно 1000 песо за 1 USDT, поэтому мы пишем $50, это у нас будет 50 тысяч песо. Примерно сумму мы указываем. И здесь обязательно выбираем способ оплаты. Это Prex. Мы видим, что у нас есть несколько предложений. Вот вижу этого человека онлайн. Нажимаю «Продать USDT». Продаю 50, получаю примерно 53. И в способе оплаты мы указываем нашу карту, которую вы уже до этого должны были добавить при регистрации. Это как раз та самая виртуальная карта. Теперь очень важно, что здесь мы пишем ему, во-первых, поздороваемся. Во-вторых, мы должны написать, что нам нужно перевод именно с Prex на Prex. Как мы это делаем? Пишем Prex a Prex, por favor. Мы ему написали, что нам нужно перевести именно с Prex на Prex, потому что пока у вас не будет PMG, пока вы не сможете подгрузить в приложение Prex ваш PMG, да, у вас есть некоторые ограничения по аккаунту, и вам нужно переводить именно таким способом. Поэтому здесь мы пишем Prex a Prex, por favor, указываем данное значение, mi cuenta Prex S, и желательно, так как человек это будет копировать, ему еще отдельно вот так скинуть, я всегда из параметров вежливости делаю вот таким образом.
Если у вас просят эти значения CBU, CVU или alias, да, вы пишете, что не имеем. No Tango, CBU, CVU, alias. Это все нужно для того, чтобы он правильно указал параметры платежа. И, кстати, не сердитесь на них, да, если они будут долго вам переводить. Действительно, в Prex есть такая проблема, что платежи могут идти долго. Поэтому человек уже может вам отправить, но вы еще будете минут 10-15 сидеть и ждать, пока вам деньги придут. Очень важно, и вас об этом будет неоднократно предупреждать на разных криптобиржах, не переводите деньги до того, как не увидите деньги на своем счету прямо в мобильном телефоне. Все, я отправил ему свои USDT. Итак, сейчас я на ваших глазах произвел 2 транзакции, и обе из них были более выгодны, чем если бы я менял деньги офлайн. И сейчас я покажу вам это на примере того, как меняют сегодня именно менялы. Да? Я поменял рубль на USDT примерно за 96 копейками. Да? Менял предлагают по 100 рублей, то есть 4 рубля разницы. И также затем мы USDT поменяли на песо, немного выгоднее, чем это предлагается на улицах. Поменяли мы, по-моему, 1070, да, а здесь менялы предлагают 1030. Соответственно, у нас действительно есть экономия, и эта экономия на больших суммах может достигать десятков долларов. Этим способом точно нужно пользоваться, не говоря уже про то, что офлайн менялы, естественно, не оплатят вам никаких онлайн-сервисов, вы не сможете купить. Друзья, и самое время сказать, что в любом случае вы должны свои доходы в Аргентине официально декларировать. Что это значит? Это значит, что если вы будете бесконтрольно, не имея никаких доходов внутри Аргентины, заводить эти деньги в Аргентину, очень скоро за вами придет налоговая. Налоговая здесь работает так, как в принципе она должна работать во всех нормальных странах. Они считают свои деньги, и действительно налоговая здесь имеет зубки. Чтобы не попасть в плохую ситуацию, когда вам придется платить большие штрафы, вам нужно открывать монотрибута, да, это аналог местного ИП, либо самозанятого, для того, чтобы эти доходы легализовать. Поэтому, если вы хотите знать, как застраховать себя, как не попасть в ситуацию, в которую попадали многие наши соотечественники и потом платили огромные штрафы, вы можете записаться ко мне на консультацию. Все ссылки будут в описании. Я и моя команда поможет вам не только с консультацией по переезду в Аргентину, выбору города, выбору способа легализации, но также мы сможем рассказать вам о таких тонкостях, как открытие самозанятости в Аргентине, как это сделать, где это сделать, как открыть официальный банковский счет именно под самозанятость. Конечно, вы можете всю эту информацию найти в интернете, она есть в свободном доступе, она есть на испаноязычных источниках, но если вы хотите упростить себе задачу и получить полную комплексную консультацию, записывайтесь ко мне.